Операция в Ливии была весьма ограниченным военным конфликтом. И если европейцы спустя месяц испытывают нехватку боеприпасов, к какой войне Европа готовилась? За 4 месяца войны была продемонстрирована несостоятельность политической и военной координации в НАТО. Выступая инициатором военной операции, Франция ничего не могла бы сделать с Каддафи без американских постановщиков помех, самолетов Дерло и крылатых ракет. Англичане ради престижа задействовать десяток истребителей торнадо пришлось оставить без запчастей большей части парка, прекратить полеты ПВО страны. В отличие от европейцев, в США не было проблем с арсеналом. Однако американские высокоточные ракеты и снаряды не совсем подходили. Поэтому они предоставили возможность ВМС Великобритании для своих целей. Самое интересное заключается в том, что в Великобритании было всего 69 пилотов, квалифицированных боевых миссий. Эта война показала низкий уровень военной машины НАТО без США и уровень ее деградации. Поэтому я считаю, что военную операцию «Сирия-Рассвет» следует рассматривать как мероприятие, выразить уже в силовом вмешательстве в нарушение резолюции. И в этой операции нарушены действительно все нормы международного права, так как мирное население использует для испытаний новых технологических разработок в области вооружений. В чем уникальность этой войны ливийской? Во-первых, в совокупности территорий, на которой происходят военные действия, Ливия находится на печальном первом месте. По продолжительности боевых действий, проведенных армией США и НАТО, России и США в 21 веке, Грузино-Осетинская война длилась 5 дней, война Израиля против Хамас 22 дня, военная операция США «Воровская свобода» 25 дней. А вот война Ливии против США 240 суток. Уникальная ситуация заключается в том, что НАТО не в состоянии победить так называемую парадную армию Каддафи. Самое интересное, что губительным оказалось для США завышенное представление о собственных армиях и мощи и боеспособности. При оценке обстановки, части касающейся вопросов состояния возможностей действий, было налицо морально-политическое состояние ливийских войск. Руководство НАТО и США полагало, во всяком случае, что после первых ударов армия развалится, произойдет массовая сдача в плен, однако, несмотря на серьезные потери, бойцы сохранили свою боеспособность. И действительно было сказано, что если только полк Каддафи был, то в конце боевых действий несколько полков, примерно, действуют, примерно так, как вот элитный батальон. Самое интересное, что использованы были в Ливии, использование новых средств. В Ливии, например, в боевых действиях впервые участвовала переоборудованная ПЛАРП, подводная лодка с крылатыми ракетами. Тактическая крылатая ракета впервые была испытана. Террористы в реальных условиях используют совершенствованные средства доставки боевых пловцов. Это очень интересный момент. Бои малой интенсивности. По количеству наемников и частных военных организаций Ливия тоже стоит на первом месте. Дело в том, что уникальность ливийской войны заключается в том, что не менее эффективно используется финансовое финансирование побега генеральских семей. Подкуп бригады защиты Триполи. Кстати сказать, это уже вторая операция, которая была проведена американцами. Если вы помните события в Иранской войне, то в Ираке действуют только 2 корпуса. Остальные 8 корпусов были подкуплены. Поэтому политическая повторяется первая операция США, где основную роль играет ЦРУ. Я не думаю, во всяком случае, кому дать превосходство либо военной организации, либо финансированию. Подкуп по дезертирству. Понятно, во всяком случае, что переход сухопутных частей на сторону позиции были случаи дезертиров. Это переход летчиков. Это самое интересное. Если сравнивать ситуацию, которая сейчас складывается в Сирии, то в Сирии сейчас массового перехода на сторону позиции практически нет. Это уникальная ситуация. Уникальная ситуация.
И действительно, как Павел Семенович говорит, это редкая кровожадность и убийство пленных. И то, что показали по телевизору о кровожадности, Россия, Европа были шокированы, во всяком случае, том, что убитого Каддафи положили в холодильник, и к этому холодильнику в течение суток идут и фотографируются. Боевые потери среди мирных жителей – это тоже. Развал экономики и ущерб экологии. Из-за гражданской войны экономика страны потеряла более 14 миллиардов долларов.